Я вас приветствую на своем канале. С вами Валентина Никита. Делаю полочки, выкладываю лоскуты. Лоскуты у меня это портьерная ткань. Как вы видите, я их выкроила волнообразными линиями. Делаю внахлёст где-то 0,5 миллиметрика, так, чтобы не было пробелов. Ткань у меня в основном вся в одной гамме цветовой, поэтому сильных перепадов не будет. Образовавшиеся пустоты я заполняю лоскутками. Острые углы специально закругляю, чтобы смотрелось более ровно и оригинально, чтобы не было острых углов. Ну а здесь я произвольно выкладываю ниткой рисунок. Делаю контуры листьев, а салатовой ниткой я делаю завитушки. Из остатков пряжи, какая-то была у меня уже в использовании, какая-то новая, я выкладываю цветы. Просто отмотали, кучкой сложили и выложили. Я взяла разные цвета, чтобы не было сильно однотонного. Может быть, кто-то скажет, что это сильно аляписто, но рукава уже сделаны, и они довольно-таки ничего, так смотрятся симпатично. А эта ткань габардин я нарезала маленькие лоскуточки и просто в нитки туда запихнула. Когда будет стежка, будут видны как листики. А сами зеленые цветочки, вы видите, я сделала тоже разная цветовая гамма. Когда будет стежка и вот эта вот зеленота, листья, они сильно бросаться так вот в глаза не будут. В цветы специально клала контрастную ткань, чтобы было видно контуры. Рисунок полностью сделала, накрываю фатином, отутюживаю и делаю стежку. Все сшила. Посмотрите, как я сделала спинку. Она обыкновенная, но я пустила чисто декоративные такие завитушечки. Сначала прошивала ниткой хаки, но было очень светло, и я еще пустила поверх зеленой ниткой, прошлась как зигзаг. Спинка простая. И внизу начала делать стежку, и потом опять же пришла к такой мысли, что в одном цвете и целиком простую спинку делать не хотела. И поэтому у меня в спинке здесь и розовые нитки, и светло-светло-голубые. Как получилось, так получилось. И опять же, я пустила вот декоративные эти листочки, завитушки, как на машинке пошла, и немножечко я в кость-то и ушла. Но это особо в глаза и не бросается. Вот такие яркие полочки у меня получились. Теперь мысли. Пока я шила, много мыслей, как мне сделать воротник или стойку, какой вырез сделать, закругленный низ. По низу пришивать обтачку или подворачивать, как обыкновенные пиджаки. Здесь же можно пустить также какую-нибудь трикотажную отделку, из простой ткани отделку, по низу, по рукавам. Здесь все ваша фантазия. Смотрите, какой стиль. Опять же, застежки. Это будет молния или воздушные петли, или прорезные петли. Вот рукава. Называются они вточные. После стежки я отрезала излишки лоскутов, отпарила через мокрую марлю. И теперь привожу в порядок полотна, отрезаю нитки, завязываю узелочки, выравниваю.
и думаю, что же мне дальше сделать. Ну а на этом все. Пока-пока. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, пришлите смайлик, жмите колокольчик. С вами Валентина. Счастливо!